Друзья, всем привет! Сегодня я буду делать обзор на новую великолепную, потрясающую палетку от Pat McGrath, которая называется The Artistry Palette. Конечно же, она пришла в великолепной, прекрасной, красивой упаковке, ярко-розовой и с золотым. Давайте же посмотрим, что у нас внутри. Итак, вот такое разнообразие цветов, и начиная сверху слева, давайте попробуем цвета. Первый называется у нас «Сумерки», Nightfall. Второй оттенок называется Cosmic Champagne, это космическое шампанское. Третье называется Nocturnal Navy, ночной флот. И четвертый, тоже очень красивый, такой называется Lunar Lavender, такой лунная лаванда. И давайте посмотрим, как это выглядит на сводчах. Сначала я буду делать сводчи руками, а потом я буду делать эти же сводчи кисточкой, для того, чтобы посмотреть, каким образом наносится лучше. Так, первый у нас такой темно-коричневый, второй очень яркий, блестящий, такой, не могу сказать, что очень насыщенный синий, но вот эта вот лунная лаванда, она, конечно, невероятная. И оставшиеся два цвета в первом ряду – это каштановое очарование, очень симпатичный цвет, такой кирпичного цвета, это матовый оттенок. И последний – это золотая анжелика, такой тоже кремовый оттенок, прекрасно наносится. Вот так выглядит первый ряд. Теперь попробуем сделать то же самое, но кисточкой. Вот у нас коричневый оттенок, он, конечно, не так плотно наносится, как пальцем, но тоже неплохо, и его можно прям буквально набить. Второй оттенок такой блестящий, сатиновый, и он кисточкой наносится, ну, не так, чтобы прям очень хорошо, и его, конечно же, сложнее набивать кистью, поэтому имеет смысл на глаза его наносить тоже непосредственно пальцем, как топпер. Синенький оттенок. Посмотрим, как наносится кистью. Ну, довольно неплохо, надо сказать. И видно, что довольно быстро тоже его можно набить на коже. Следующий оттенок, вот этот самый необычный для меня оттенок, такая лунная лаванда. Это такая некая смесь серебра с голубизной, с синевой, такой иней. Синий-синий иней я представляю себе именно так. Наносится, кстати, неплохо, в том числе и кисточкой, ну, конечно же, пальцами лучше. Следующий – это матовый оттенок, это наше каштановое очарование наш. Ну, матовый оттенок немножко, честно говоря, мне кажется, может пятнить. И самый последний, вот этот золотой, он очень плохо наносится кистью, и его, видимо, имеет смысл наносить только на мокрую специальную кисть, либо все-таки пальцами. Ну что, вот так выглядит у нас сводчи из первого ряда. Очень-очень хорошие, как обычно, конечно, кремовые тени. Переходим ко второму ряду. Итак, первый оттенок называется у нас бронзовое увлечение. Второй оттенок называется пустынное божество. Третий оттенок называется вечная любовь. Четвертый оттенок называется легендарность, вот этот вот фиолетовый. Посмотрим, как выглядит на руке. Уже можно заметить, что это третий оттенок, который вечная любовь. Он очень легко набирается, ну, в общем-то, как и все кремовые оттенки в этой палитре, и даже остался кусочек на пальце. Четвертый оттенок называется райская бронза, и шестой оттенок называется роковое пламя. И вот так они выглядят на руке. Вот это роковое пламя, оно такое рыжеватое, я бы сказала, рыжеватое. Давайте теперь посмотрим, как оно наносится кисточкой. Кисточкой, конечно же, они будут наноситься хуже, эти кремовые шиммеры. Но эта бронза, она очень красивая, такая благородная бронза, не рыжая. Ну и, конечно же, вот этот вот очень красивый такой розово-золотой оттенок.
фиолетовый просто меня очень сильно порадовал, потому что он не очень темный и не очень... он не очень темный, не очень красивый, очень яркий. И как кистью, так и пальцем. Золотой оттенок. Кисточка наносится тоже плохо, потому что у него другая немножко текстура. Я не могу сказать, что кремовая. Там как будто бы куча-куча отдельных частичек соединили, но тоже очень красиво смотрится. И неплохо также наносится кистью и красноватый вот этот оттенок. Итак, переходим к третьему ряду. И по порядку цвета называется измененное состояние, такой зеленоватый интересный оттенок. Второй называется золотое богатство, то есть 3 получается золотых таких шиммера в этой палетке. Следующий называется фиолетовая лисица, тоже довольно неплохой яркий оттенок. Они немножко хуже набираются, вот эти матовые цвета, которые первое измененное состояние, вот этот зелененький, он немножко хуже набирается, чем остальные матовые в этой палетке. Ну и последние 2 это венерианский пион и звездная медь. Розовый тоже немножко такой, кажется, меловой, немного хуже набирается и наносится вот так довольно-таки симпатично выглядит. Давайте посмотрим, как наносится кисточкой. Но зеленый на самом деле, мне кажется, довольно неплохой, если сравнивать с палеткой тот же самый от Florasis. Но вообще, конечно же, это небо и земля. Качество этих теней просто невозможно сравнить, конечно, с китайскими подделками. Единственное, что в этой палетке 3 золотых шиммера, и мне кажется, было бы здорово вместо одного из них было бы сделать просто классный, яркий, желтый цвет, матовый. Ну и плюс, конечно же, как всегда в таких палетках от Петмаград, к сожалению, отсутствуют матовые, светлые оттенки именно для базы под тени, такой для растушевочной базы. Оттенок, который можно наносить, скажем так, на центральные века светлый, единственное, это Cosmic Champagne, который здесь есть. Ну, вот так выглядит у нас третий ряд. Очень красивая сама палетка, я, безусловно, очень довольна, буду ей пользоваться. Это первое впечатление, и я, как всегда, в восторге от Петмаград. Пишите, какие впечатления у вас.